Всем привет! Меня зовут Юля. На своем канале я делюсь домашним уютом, творчеством, философскими мыслями о жизни и многим другим. Сегодня захотелось поделиться с вами рецептом простого тортика «Муравейник». Все рецепты я нахожу на просторах интернета, и понравившиеся обязательно сохраняю либо в электронном, либо в письменном виде. Давайте приступим к приготовлению торта. Для этого нам понадобится печенье, топленое молоком, вареная сгущенка, сливочное масло, шоколад и сметана. Количество ингредиентов и подробный рецепт будет, как всегда, в описании к видео. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому я отрезаю столько, сколько нужно, и жду. Печенье измельчаю в крупную крошку размером примерно 1-2 см. Сметану, вареную сгущенку и мягкое масло взбиваю миксером. Печенье с получившимся кремом хорошо перемешиваем. Выкладываем смесь горкой. Сверху посыпаем крошкой печенья и тертым шоколадом.
Готовый тортик убираем в холодильник часа на 2. А пока наш муравейник в холодильнике, давайте запишем пару рецептиков вот в такую книгу для кулинарных рецептов. Она лежала у меня уже давно в чистом виде. Так зачем покупать что-то новое, когда можно использовать то, что уже имеется? Удобная книжка с разделами и хорошим оформлением для записей. Возьму также наклейки для более симпатичного оформления. И приступим. Помимо книжки нашла вот такие старенькие журналы с рецептами. И, конечно же, обязательно их сохраню. А помните, когда не было интернета, рецепты вырезали из журналов и хранили в папках, либо клеили также в книгу. У меня настолько много сохраненных электронных рецептов, причем из различных соцсетей, что порой забываешь, что и где сохраняла. Поэтому и хочу удачно и хоть иногда записывать от руки.
Ой, а еще мне нравятся вот такие журналы. Если вижу, например, в магните такие, обязательно беру. Ни разу не готовила блюда по ним. Но вот разглядывать красивые фото с сервировками мне очень нравится. Наверное, я кулинарный эстет. И не только кулинарный. Наш тортик наконец-то застыл, и можно снимать пробу. Я, честно, не любитель вареной сгущенки и подобных, на мой взгляд, приторных ингредиентов. Но вот семья такое любит, и им очень понравился торт, а значит, буду еще обязательно готовить. Ну что, друзья, желаю вам прекрасной погоды не только на улице, но и в душе. Надеюсь, мое видео было интересным и полезным для вас. Хочу сказать, не тратьте жизнь на грусть, улыбайтесь почаще и дарите тепло своим близким. До скорых встреч. Пока.